Ну а мы продолжаем и дальше консервацию, только сегодня уже она у нас будет мясная. Всем привет, друзья, с вами Маша, и вы на канале Вкусно, просто и доступно. Сегодня расскажу и покажу, как заготовить вкуснейший печеночный паштет. Мы будем готовить в автоклаве для того, чтобы он долго сохранялся. Это просто отличная заготовка. Я всегда начинаю из подготовки продуктов. Лук обжарила до слегка золотистого цвета, все нарезаю достаточно крупными кусками на небольшом количестве масла. И добавляю сюда морковь. В то время, пока обжариваются и протушиваются овощи, я взяла свиную печень, хорошо ее промыла и нарезаю. Измельчила печень, ее уже измельченную тоже обязательно нужно промыть. Когда овощи уже протушились, я добавляю сюда печень. Перемешала все и добавляю сюда 200 грамм сливочного масла. Лучше всего использовать чем жирнее, чтобы был более насыщенный ароматный вкус. И эту всю массу я протушу 15 минут и выключим. Пока печень будет остывать, я подготовлю остальные продукты. Смотрите, я купила свиную щеку, это достаточно недорогое бюджетное сало, и, конечно же, гуляш. Гуляш у нас на рынке тоже стоит недорого, это такие мясные обрезки. Конечно же, они такие немножко жирные, есть и с жиром, есть и с мясом. В общем, для паштета это то, что нужно. Пропускаю это все через среднее сито мясорубки. Чередую мясо, печень и, конечно же, сало, чтобы для мясорубки было проще. Сегодня мне помогают мои помощники. Вся масса у нас уже перемолота, я ее перемешиваю вот так вот хаотически и сейчас пропущу через мясорубку еще раз. Я хочу, чтобы мой паштет был такой нежной текстуры, именно поэтому я пропускаю его 2 раза через мясорубку. Дальше заправляю, добавляю соль и перец. Друзья, точные пропорции написаны и в ролике, и также в описании. Вот посмотрите, когда я пропустила 2-й раз через мясорубку, насколько текстура мяса и фарша уже изменилась. Тогда у вас будет хороший однородный паштет. Дальше будем наполнять банки. Сегодня у меня тара будет на 330 мл и пол-литровые банки. Всегда в любых заготовках мясных на дно банки я добавляю перец горошком. Он позволяет паштету дольше сохраняться. Плотненько укладываю в банки фарш. И закручиваем крышкой. Если у меня винтовые, то просто руками. Если обычные крышки, то, естественно, нужно закатать ключом. И я складываю это все сейчас в автоклав. С помощью кассет фиксирую банки. Как всегда, пользуюсь своим любимым автоклавом Малиновка, которым я пользуюсь уже года 3 и приготовила несколько десятков видов различных закусок. Заливаем банки водой, чтобы банки были полностью покрыты. Фиксируем крышку и, конечно же, отправляем на плиту. Доводим это все до температуры 118 градусов. И варим наш паштет при температуре 118 градусов 40 минут. Благодаря тому, что есть клапан давления, с таким автоклавом работать безопасно, просто и, конечно же, уже проверено. После 40 минут варки даем остыть, сливаем воду, благодаря вот этому кранику очень удобно. Также я оставляю вот так вот в кассетах остывать. И все, можно пробовать. Смотрите, этот паштет не из холодильника. Когда он остынет в холодильнику, у вас снизу образуется холодец. Я всегда все заготовки, особенно мясные, перед тем, как отправлять в кладовку или погреб, я полностью охлаждаю в холодильнике. Оставьте на несколько часов, лучше всего на ночь в холодильнике. На следующий день отправляйте в погреб или в кладовку. Тогда ваша заготовка будет отлично сохраняться при любых условиях. Все, друзья.
Вкусный, нежный, с насыщенным вкусом печени паштет готов. Моя семья такую заготовку обожает, потому что дети у меня любят печень, то такие бутерброды для меня просто палочка-выручалочка. Ну а я же буду надеяться, что такой рецептик вам понравился. Если же так, подписывайтесь на мой канал, не забывайте нажать на колокольчик, и до новых встреч, как всегда на канале Вкусно, просто и доступно. Готовьте с любовью и будьте здоровы. Также напишите, пожалуйста, в комментариях, нужно ли продолжать тему различных заготовок в автоклаве. Мне очень важно ваше мнение. До новых встреч, пока-пока.